Выкладной френч, тест новых полигелей, нежный рисунок – все это в сегодняшнем видео. Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Пришло время делать коррекцию вот этим ногтям, если помните, это ручки моей мамы. В прошлый раз я делала коррекцию с помощью жидкого геля от торговой марки Original. Как видите, ногти отлично относились, даже несмотря на то, что моя мама по дому делает очень много работы. А пока я разбираюсь со стразами и старым материалом, не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали, ведь впереди будет очень много полезной информации. Снятие я делаю на максимальных оборотах моего аппарата, использую в работе твердосплавные фрезы. Здесь главное не задерживать фрезу на одном месте, иначе у клиента начнется жжение. Поэтому движения должны быть быстрыми и плавными, чтобы фреза ни в коем случае не зарывалась в одном месте, иначе может быть пропил натурального ногтя. Для снятия твердых материалов люблю использовать фрезы с более крупным абразивом, например, черные, зеленые, либо же синие. Если работаю с гель-лаком, можно обойтись и фрезой с красной насечкой. При коррекции я твердый материал стараюсь снять до тонкой подложки, ведь мы все знаем, что все материалы в заполимеризованном состоянии имеют срок пригодности. Например, гель-лак это 14 дней, а твердые материалы это 21 день. По истечению этого срока материал понемногу начинает разрушаться. Рисковать я не люблю, поэтому и снимаю старый материал до тонкой подложки. Перед тем, как начать коррекцию, я люблю с ногтевой пластины убрать кутикулу, поэтому изначально я ее пушером аккуратно отодвигаю. Здесь кутикула тоненькая и сухая. Разобраться с ней тяжеловато, поэтому я использую фрезу пламя с острым носиком. За счет тонкого носика я могу аккуратно приподнять кутикулу и прочистить пазуху. Сначала работаю на форварде, вычищаю все с одной стороны, затем переключаю свой аппарат на реверс и прочищаю другой синус. Огрубевшую кожу срезаю аккуратно ножницами, это можно сделать так как и перед коррекцией, так и после. Каждый мастер выбирает себе свой способ. Обезжириваю ногтевую пластину с помощью дегидратора. Когда дегидратор полностью испарился с ногтевой пластины, наношу бескислотный праймер. Перед нанесением твердых материалов грунтую натуральный ноготь базой для гель-лака Easy от Judy Nail. Сегодня у мамы особого выбора дизайна не было, ведь я купила два новых полигеля и уж очень хотела попробовать их в работе. Это полигели от торговой марки Nail Revolution. Я уже очень давно заглядывала на эти полигели, хотела купить, но скажу, что цена на них не дешевая, поэтому я все же была в раздумьях. Сейчас на сайте есть акционные предложения, поэтому за 30 мл я отдала примерно 500 гривен. Взяла себе два тюбика, универсальный кавер и ультра белый полигель. Этот полигель мягкий, послушный, как видите, не тянется за кистью, а также хорошо держит бортик. В общем, мне понравилось работать с этим материалом. Кстати, после высыхания у материала почти нет липкости. На свободный край, как вы уже поняли, выкладываю шарик белого полигеля. Этот полигель действительно очень белый, плотный, без крупинок, выкладывается тоже очень хорошо. Я привыкла работать быстро, поэтому взяла большой шарик и сделала сразу же нужную мне высоту. После полной полимеризации материала я приступила к опилу. И тут меня ожидал не самый приятный сюрприз, я поняла, что белый до конца не высох. Хотя мы держали ногти в лампе точно больше 2 минут, и он должен был точно заполимеризоваться. Наверное, из-за того, что белый действительно очень плотный и пигментирован, он немного не просох. Это, конечно, не очень приятно, но ничего смертельного здесь нет. Поставили опять руку в лампу,
упаковку, материал полностью заполимеризовался, и мы приступили к процедуре опила дальше. Действительно очень сложно найти хороший белый полигель, который будет и очень сильно пигментирован, действительно будет белым, будет хорошо просыхать. Я пока не нашла своего любимчика, поэтому буду вам очень благодарна, если вы в комментариях под этим видео напишите о своем любимом белом полигеле. После опила зашлифовываю кожу вокруг ногтя. Конечно, можно было бы уже перекрыть ногти топом, оставить и так, ведь белый выкладной френч и так смотрится всегда красиво, элегантно и нарядно. Но мы решили добавить немного красок, и я нарисую нежный букет цветов. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, start feeling hopeless, screamed out loud, because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. It's funny how easily a life can be torn apart. Why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep debt? The climb we did was unreal. You made me so speechless. I just can't believe. После перекрытия ногтей топом получился вот такой результат. Нам очень нравится, получилось очень нежно и воздушно. После работы с полигелями Nail Revolution у меня остались позитивные эмоции. Как видите, нет ни единого пузырька, который бы виднелся после перекрытия ногтей топом, поэтому я безумно счастлива. Есть, конечно, маленький минус — это не очень хорошее просыхание белого полигеля, но я думаю, что нужно работать просто не в один шар, а брать и делать два слоя, тогда полигель точно будет просыхать очень хорошо. Пишите в комментариях, как вам такие ногти, понравился ли вам дизайн, а я, конечно, надеюсь, что сегодняшнее видео было хоть немного полезным для вас. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если вы еще вдруг не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока!